4 кандидата на пост главного тренера Барсы. Роберто де Зерби может сменить Эрика тен Хага в МЮ. Мудрик пытался уговорить Арсенал. Нагельсман в Боруссии. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь все актуальные новости из мира футбола и трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в соцсетях, бразилец может сменить клубную прописку этим летом. Руководство МЮ обсудит этот вопрос с игроком в ближайшее время. Бразильский полузащитник перебрался в английский клуб из мадридского Реала летом 22-го. По информации Трансфермаркт, за 70 миллионов евро. Контракт Каземиро с МЮ рассчитан до 30 июня 2026 года. Барселона выберет нового главного тренера к апрелю. Как сообщает Диарио Спорт, каталонцы собрали информацию о наиболее интересных вариантах и составили шорт-лист, в который входят Томас Тухель, Юлиан Нагельсман, Роберто де Зерби и Ханс-Дитер Флик. Все 3 немецких специалиста хотели бы поработать в Барселоне при благоприятных условиях. Принятие окончательного решения должно занять не больше месяца. Выбор сделают президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку. Последний начнет контактировать с тренерами уже в ближайшее время. Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своем будущем в английском клубе. «Меня не волнуют слухи. Я здесь, у меня контракт на 3 сезона. Я сосредоточен только на процессе. Меня не отвлекают все эти разговоры. Думаю, это интересно только журналистам, болельщикам. Я не сосредоточен на себе. Я думаю о команде. Моя задача — находить решения, чтобы игроки выступали наилучшим образом», — сказал тен Хаг. Полузащитник Реала Джуд Беллингем должен вернуться на поле в ближайшее время. Как сообщает Марка, в Реале прилагают все усилия для того, чтобы 20-летний футболист полностью восстановился от повреждения к ответному матчу 1/8 ЛЧ с Лейпцигом, который состоится 6 марта. Отмечается, что ближайший матч мадридской команды в рамках испанской премьеры с Валенсией Беллингем, вероятно, начнет на скамейке запасных. Игра пройдет 2 марта. МЮ проявляет интерес к центральному защитнику Бенфики и сборной Португалии Антонио Силве, сообщает Sport Witness. По информации источника, боссы Красных Дьяволов будут готовы заплатить за 20-летнего игрока обороны около 100 миллионов евро в предстоящее летнее трансферное окно. Манкунианцы систематически отправляли своих скаутов на матчи Бенфики в этом сезоне. Отмечается, что руководство португальского клуба скорее продаст Сильву, чем еще одну цель МЮ – полузащитника Жуао Невиша. Антонио находится в системе Бенфики с 2016 года. Барселона рассматривает возможность подписания Давида де Хея. Как сообщает Mundo Deportivo, в клубе пока не определились, нужно ли искать на подмену Марку-Андре тер Штегену более опытного вратаря, чем Иньяки Пенья. Однако есть опасения, что 24-летний футболист сам попросит отпустить его ради игровой практики. На тот случай, если Блаугране придется выйти на рынок в поисках голкипера, она уже подготовила список интересующих ее футболистов. Среди них Луиш Машимиану, арендованный Альмерией у Лацио. За португальцем Барса следил еще несколько лет назад. Также команда отслеживает вратарей, контракт которых истекает этим летом, либо уже истек. В их числе Давид де Хея, бывший игрок МЮ. Но есть сомнения в том, что он согласится быть запасным. Роберто де Зерби может возглавить Манчестер Юнайтед по окончании сезона. Главный тренер Брайтона интересен новым совладельцам манкунианцев – компании Ineos во главе с Джимом Рэдклиффом, который не в восторге от результатов при Эрике тен Хаге, сообщает Manchester Evening News. После обвинительного приговора в изнасиловании Дани Алвес был лишен статуса легенды Барселоны, но, как оказалось, ненадолго. В список легенд Барсы включено 102 игрока, выступавших за клуб в разные периоды с момента основания.
Всех героев можно найти на сайте клуба. Теперь болельщики могут снова увидеть там и Дани Алвеса. Причины, по которым Барселона изменила свое решение, неизвестны. Дани выступал за Барселону с 2008 по 2016 год, а также с 2021 по 2022. В итальянской Роме заинтересованы в продлении контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Об этом сообщил журналист Николо Скира у себя в соцсетях. По информации источника, в контракте Дибалы есть пункт об отступных в размере 12 миллионов евро, который действителен только для иностранных клубов. В Роме хотели бы избавиться от этой опции и начать переговоры о продлении соглашения, срок действия которого в настоящее время истекает в 2025 году. Полузащитник Эвертона Дели Алли получит в своей команде новую возможность заиграть. По информации от The Athletic, руководство и главный тренер Ирисок Шон Дайч поддерживают футболиста, который почти год находится вне игры из-за серьезной травмы. Действующий контракт Алли с Эвертоном истекает по окончании этого сезона, но полузащитник с большой долей вероятности получит новое соглашение и останется на Гудисон Парк. Бывший полузащитник Тоттенхэма оказался в Эвертоне в 2022 году, но с тех пор успел провести всего 13 матчей за команду. Гринвуд принял решение о своем будущем в МЮ. Мейсон не хочет возвращаться в свой родной клуб. Об этом сообщает The Athletic. По данным источника, футболист недоволен тем, что манкунианцы не оказали ему поддержку во время судебных разбирательств по обвинению в изнасиловании. Из-за этого англичанин не хочет возвращаться в МЮ. В настоящее время игрок выступает в составе Хетафе на правах аренды. Вчера игрок Ювентуса Федерико Кьеза досрочно закончил тренировочную сессию из-за травмы, сообщает Футбол Италия. Отмечается, что это уже шестое повреждение итальянца в этом сезоне. По информации источника, атакующий игрок получил травму после грубого подката со стороны товарища по команде Алекса Сандра. Кьеза пытался продолжить тренировку, однако спустя пару минут, хромая, покинул поле. Дортмундская Боруссия рассматривает Юлиана Нагельсмана в качестве будущего главного тренера команды. Об этом сообщил Футмеркато. По информации источника, руководство Боруссии ищет нового тренера-универсала. Отмечается, что имя Нагельсмана настойчиво всплывает в дортмундской команде. Руководство Боруссии исследует возможность приглашения специалиста, контракт которого со сборной Германии истекает в конце чемпионата Европы. Михаил Мудрик после неудачного перехода в Арсенал зимой 2023 года плакал, разговаривая по телефону с человеком из стана канониров, сообщает The Athletic. По информации источника, таким образом футболист пытался переубедить Арсенал подписать его в зимнее трансферное окно, однако позже он перешел в Челси. Барселона сможет сохранить Жуао Феликса при одном условии. В нынешнем сезоне португальский футболист играет за Барселону на правах аренды из Атлетико Мадрид. В составе каталонской команды он провел 30 матчей и забил 8 голов. Блауграна довольна его игрой, но не может позволить себе его выкупить. Мадридцы запросят 70-80 миллионов евро. По этой причине Барса может сделать предложение о продлении аренды Феликса еще на один сезон.